Привет! Я жду тебя на нашем месте. Слушать музыку дождя. Но не дождусь, по всей видимости, потому что ты слушаешь дождь, а я его больше не слушаю, потому что в Украине произошло то, что произошло. Ну что, все высказались уже? Я просто не следил там. Все уже, да, сказали свои мнения. Теперь я, наверное, скажу. Мне сегодня коллеги из Франции спрашивали, а вот это как-то так внезапно произошло? Или как вы думаете, вроде бы как к этому шло? Да, к этому шло, конечно. Тенденция. Настоящая тенденция. И несколько дней назад я опубликовал видео, которое просмотрело уже 700 тысяч человек. В том числе через час буквально это видео прокомментировал телеканал «Дождь». Сразу же, моментально. То есть они знали, что происходит, но они не начали, знаете, там, бить в набат, скажем так. Более того, на своих страницах, в соцсетях эти представители телеканала «Дождь» поделились не моим видео, потому что в своем видео я крамолу сказал. По поводу Украинушки-то ведь, по поводу государства Украина, которое душит свободу любыми способами. Нет, они поделились левым каким-то видео. Ну, правильно, прошло несколько дней. И что? Но ни в коем случае я не буду злорадствовать. На телеканале «Дождь» меня оскорбляли. И я не подал тогда иск, хотя мне советовали. Давай, натяни, накажи. Нет, я не любитель этих вещей. Не хочу. Пускай, ладно, вы предоставляете площадку, на ней меня оскорбили. Ладно, окей, поехали дальше. Забыли. Ну, а теперь по поводу забыли. Чуть-чуть подробнее. Смотрите, вот это Пятый канал. Канал президента Петра Алексеевича Порошенка. Дощ відбувся на Майдані Незалежності. Активісти тримали парасольки і вигукували «Свободу дощу». Більше знає кореспондент П'ятого каналу Азат Сафаров. У нього розпитаємо подробиці. Свободу дождю. Может, они сегодня вышли, эти активисты? Да, сегодня вышли, и как раз Порошенковский канал показывает это. Нет, не сегодня. Это раньше такое отношение было, потому что «Дождь» притесняли. Ігор, на акцію прийшло більше сотні людей, майже усі вони тримали в руках парасольки, а ті, хто не мали парасольки, їм роздавали білі парасольки, організатори цієї акції. Вони прийшли для того, щоб стати на підтримку каналу «Дощ», які намагаються закрити в Росії, так нам розповідали організатори і учасники. Не дадим закрыть «Дождь», не дадим, не пройдет, не получится у вас этот платок набросить на этот роток. Мы все равно смотреть будем, да и даже не дадим просто закрыть его. Давайте с зонтиками постоим, покрутим эти зонтики. Смотрите, массовое действие. Мы все за «Дождь», «Дождь» за нас, и мы за «Дождь». І викрикували гасла «Свободу дощу», «Росія вставай» та ще кілька не дуже приємних гасел на адресу чинного президента Росії. Россия, вставай, вставай, Россия, пробудись, ты что не видишь? «Дождь» закрывают, «Дождь» закрывают. Да как же они смеют? Более того, не только взрослые пришли, но и дети. Дети-то уж понимают, дети – это наше будущее. Найдивніше те, що не лише дорослі, а й діти, які прийшли на ту акцію, знали, чому закривають канал «Дождь» і знали взагалі про існування такого каналу. А что же знали дети об этом канале? То, что это один из немногих оппозиционных каналов, который правдиво освещает ситуацию в Україні. Що це один з небагатьох опозиційних каналів в Росії, які об'єктивно відображають події, які трапляються, події, які відбуваються тут на Майдані, в Україні, зокрема. Покрути зонтик, не дай дождю пересохнуть, да будет эта земля полна дождями. Люди так в метро дивилися боязко. Це дійсно подібне на катану. Я не знаю, символізує, в принципі, напевно, в даному випадку якийсь такий бій людей честі проти людей безчестя. І ми зараз тут для того зібралися, щоб... Что это за чмырь? Это Ирена Карпа. Ирена Карпа. Ну, сейчас она дипломат уже. И видите, бой людей чести против людей бесчестия. Ирена Карпа вышла тогда защищать канал «Дождь». А что сегодня? Смотрите, давайте вернемся вот к тому, с чего я начал. По поводу памяти, знаете, там. А сегодня как? Сегодня Ирена Карпа вышла на бой против бесчестия? Не вышла, потому что она даже не посвятила статуса этому. Вот она делится впечатлениями, она же уже дипломат. И поэтому она публикует фоточки, где она путешествует, смотрите-ка. Підтримати єдиний правдивий російський канал, який з самого початку був з нами і не намагався нас змішати з брудом. Да, это был единственный канал, который не пытался смешать нас с грязью. А вот и детки. Детки, дайте слово ребенку. Ребенок знает все о телеканале «Дождь». Це єдиний російський телеканал, який транслював справді, що... Ну, мы поняли, что хотел сказать молодой украинец, что, в общем-то, телеканал «Дождь», наши друзья. Почему не вышли сегодня эти люди? Где они? Эй, люди, где вы? Может, рассматривают платежки, я не знаю. А может быть, чем-то другим заняты, на какой-то другой акции. Но я не вижу сегодня этих людей. Никто не вышел. Плевать на всем на то, что дождь пересох.
Странно, да? А что там телеканал Порошенко? Сегодня, наверное, во всех новостях про дождь. Во всех новостях. Украинцы вышли поддержать несправедливый запрет. Нет? Ну что, начали искать. Смотрите-ка. Дождь, свободу дождю. Не дадим дождю прекратить свои струйки на наши лица. Ну, дождь, 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 серебряный дождь, золотой дождь, платиновый дождь. Ну где дождь? Вообще что? Где дождь? Дождь? Ничего, что ли, не сообщили? Да быть такого... Ну да, точно. Немножко зрада. Такое впечатление, что, знаете, на дождь всем плевать. Как дождь в спину, знаете, это просто дождь в спину вставили дождю на самом деле. 112 канал раньше. Російський телеканал «Дождь» переселився в квартиру одного зі своїх співробітників. Його вдруге за 2 місяці виселили з студії. Хорошо бы, чтобы она слезу пустила, потому что российский телеканал «Дождь» один из немногих телеканалов, ну вы знаете. Телеканал «Дождь» – один із небагатьох російських ЗМІ, який транслює критику на адресу влади, запрошує студії опозиціонерів. На початку року його припинили транслювати кабельні оператори. Деякі російські політики закликають зовсім заборонити телекомпанію. Это уму непостижимо. Они требуют закрыть «Дождь». Уму непостижимо. Давайте зайдем на 112. Сегодня явно это просто... Это тема дня, наверное, телеканал «Дождь». Да? И я, конечно, могу ошибаться. И вполне возможно, что в новостных блоках много чего рассказывали о телеканале «Дождь». Но вот здесь я этого не вижу. Ну не вижу, видите? Вы видите, а я не вижу. Зона АТО, новое пальто. Где телеканал «Дождь»? А почему нет вот нападения на свободу слова, все вот эти вот вещи, не? Не. Как вроде плевать всем стало на дождь, как вроде, да пошли вы со своим дождем. А вот на дожде сегодня как бы пытались проиллюстрировать весь маразм этого запрета. Знаете, маразм, ну просто это же с ухмылкой так немного. Украина объяснила запрет на вещание дождя показом комедии «Квартета И». Уже смешно. Это же просто куром насмех. Среди причин, по которым наш телеканал теперь должен быть отключен, признание государственной границы между Крымом и Украиной. Ну, вроде бы как нехорошее такое признание, но как-то она так сказала, вроде бы, что типа, ну так... А что же мы можем сделать? И они на самом деле ничего не могут сделать. И действительно, эта ситуация, они просто зажаты, потому что по российскому законодательству они не могут. Вы знаете, что по российскому законодательству я сепаратист, потому что я Крым считаю Украиной. И поэтому я даже боюсь приезжать, меня могут упаковать. Речь идет о фильмах с участием актеров комедийного театра «Квартет И», о чем еще говорят мужчины, и быстрее, чем кролики, показанных на дожде 31 декабря. И они это подробно так говорят специально для того, чтобы проиллюстрировать весь маразм произошедшего, быстрее, чем кролики. Ну, понятно, о чем фильм. Что здесь может быть такое? Вот вторая ведущая, она вообще с такой нервной ухмылкой это говорит. Или это просто лицо такое? Сегодняшняя острая. Украина запретила вещание телеканала «Дождь» у себя. Там объясняется это самыми разными причинами, использованием коммерческой рекламы и тем, что «Дождь» через фильмы «Квартета И» популяризирует правозащитные органы государства-агрессора. Ну смешно ведь на самом деле. Через такие фильмы, комедийные квартеты, все такое. Белковский проснулся. И такая даже такое копье бросил прям в Порошенко. Такое не копье, такое копьишко. Такое пиу, ну такое булавочку. Аргумент понятен. Понятно также, что и присутствие на фабрике «Рошен» в городе Липецке, которая приносит прибыли, которая так и не продана, тоже повисает немым вопросом и немым укором. Ой, ну все, приложил просто на лопатки. Порошенко на лопатках лежит, пузико выставил. Ай, Белковский, за что ты так? А давайте посмотрим, сам канал «Дождь» как-то, ну, вообще троллил Порошенко по поводу этой фабрики в Липецке. Что там у нас про Липецкую фабрику вообще рассказывали? Пока их не закрывали, про Липецкую фабрику я вот такого ничего вроде на дожде не находил, да, Липецке, то есть фабрика в Липецке, да, логически. Так, кондитерский холдинг заинтересован покупкой фабрики, наверное, в покупке фабрики. Так, Липецкая прокуратура, ага, Рошен обжаловал арест, про аресты они писали, потому что зажимают бизнес. Рошен заявили об аресте имущества, блин, да, свободу Рошен. Угу. Что-то как-то раньше не очень, да? Но самым логичным вообще выглядит в своих объяснениях член Национального совета по телевидению и радиовещанию. Потому что, в принципе, то, что он говорит, да, это логично, да, это законно, да. Сергей, скажите, какие нарушения со стороны телеканала «Дождь» вы зафиксировали? Я повторюсь, что одним из ключевых является демонстрация карт Российской Федерации, на которых
Крым обозначался как территория России. Напомните мне, если что, запрещена Кока-Кола, которая также изображалась. Все запретили, уже в Украине Кока-Колу не пьют? Пьют. Вы знаете, то, что я говорил сегодня журналистам, вроде бы как, понимаете, получается, что врагам закон. В Украине происходит беззаконие каждый день. Мы видим эти суды, мы видим этот постоянный правовой нигилизм и абсолютный беспредел. Всем на все плевать. Но здесь вдруг решили действовать по закону. Да ладно. Мы зафиксировали случаи, когда журналисты телеканала незаконно посещали Крым, то есть существует специальная процедура. Наконец-то зафиксировали такие случаи. Незаконно посещать Крым, это значит не через территорию Украины. Ну, если вдруг кто не знал, если ты заехал с территории России, то получается все, ты не прошел пограничный контроль Украины. Они заметили. А вот на годовщину вот этого, к примеру, они не замечали. Нет. Что, где? Как вы можете видеть, есть и не очень трезвые граждане в толпе, и, в общем, есть и трезвые, и семьи целые. Не замечали, потому что тогда это было невыгодно это замечать. Тут журналист Громадского вполне логично спрашивает, ведь они, получается, они это патовая ситуация, они не могут просто, не могут по-другому, вы чё? Они не могут работать не руководствуясь, чтобы их не закрыли, не руководствуясь российским законодательством. У меня последний вопрос. Представитель Нацрады улыбается и потом начинает аргументировать, почему они могут работать, не руководствуясь российским законодательством. Слушайте внимательно. Вот я хочу вам объяснить. Знаете, для солдата Украины, которые находятся в зоне боевых действий, это не патовая ситуация, он не хочет умирать. Всегда, в любой ситуации, в любой непонятной или понятной ситуации приплетай обязательно солдат Украины, которые гибнут в АТО. А ему приходится воевать, ему приходится проливать свою кровь. Это не патовая ситуация, это очень конкретно, очень жизненно. Приплести воинов АТО к любому разговору, это то же самое, что внезапно начать петь гимн. Все замолкают и начинают петь гимн, даже если до этого была какая-то ссора и кто-то махал кулаками. И начинается пение гимна. Телеканал «Дождь», как и российское государство, Российская Федерация, не признает международное право. Никакой патовой ситуации нет. Но ведь точно, дождь в спину вструмыли. Знаете, как говорится, Мавр сделал свое дело, теперь пошел отсюда нахрен. Мы переходим к следующей теме.